Привет! Я сегодня в Маниле, и это столица Филиппин. Прилетел я на Филиппины на месяц, но в Маниле остановился всего на 2 дня. И сегодня я постараюсь рассказать, чем можно заняться и куда сходить в этом городе. How are you? Hello! Yes. Fine. Good, I'm fine. В Маниле остановился я в районе станции Вимапа, это 3 километра от центра, и сейчас я еду в сторону исторического центра города, в район Интромурос. Добираться я туда буду на метро, и сейчас я покажу, как это все здесь работает. В Маниле есть 3 основные ветки метро. 2 ветки надземного, фиолетовая и желтая, и 1 подземная, МРТ, идет у нас с севера на юг вдоль автомагистрали. Но если вы первый раз прилетаете в Манилу и ищете, на чем бы добраться до центра города, вам может показаться идеальным вариантом рыжая ветка, ПНР. Находится ее станция практически возле аэропорта, и идет она через весь город. Я ездил на этом поезде 2 раза, и 2 раза не смог ничего заснять, так как это не метро, а поезд, который ходит по собственному графику, и даже сами филиппинцы не знают точного времени его прибытия, ориентировочно 1 раз в час. За счет таких редких рейсов, популярного направления и очень дешевых билетов набивается он просто битком. Серая ветка Москвы в час пик отдыхает. Если к этому прибавить отсутствие кондиционера и первый вагон, отведенный для женщин и инвалидов, в который я несколько раз пытался безуспешно попасть, в поездах творится настоящий трэш, особенно на остановках. На входе в метро проверяют всех с металлоискателями и обыскивают сумки. Делают это с целью безопасности, но, как мне показалось, проверка проходит для галочки, и кто захочет пронести что-то незаконное, он это пронесет, если не запикает металлоискатель. Дорога от метро до Интромуроса ничем не примечательна, но именно здесь можно прочувствовать настоящий ритм города. Здесь прямо на улице продают оружие, сланцы, музыкальные колонки. Можно здесь заказать индивидуальную печать, которую сделают при вас же. Оружие и безопасность на Филиппинах – это тема, заслуживающая отдельного обзора, так как и здесь абсолютно все охранники имеют огнестрельное оружие. Охранники банков носят дробовики, 7-Eleven – револьверы и электрошокеры. Прямо на улицах продают травматические пистолеты и автоматы. И несмотря на это, за все время моего пребывания на Филиппинах я не столкнулся даже с намеком на агрессию. Просто повезло? Возможно. А вот за этой грязной рекой как раз и находится Интромурос. Вон там виднеется башня одного из храмов, и сейчас мы идем как раз туда. От метро до Интромуроса идти минут 15 пешком. Дорога несложная, недолгая, но под солнцем рубаха начинает потихоньку промокать. На самом деле я здесь был уже год назад, тогда я тоже путешествовал по Филиппинам, но никакие видео не снимал. И тогда у меня был с собой огромный рюкзак, и ходить было очень тяжело здесь, и я арендовал велорикшу филиппинца на небольшом велосипеде с коляской. Стоило это где-то 400 песо, а сейчас я покажу, как это выглядит. Такие вот ребята предлагают услуги. How much is it? Foreign tourist is 200. 30 minutes? Yes. Okay. Ну, как я и говорил, 200 песо 30 минут. Сейчас они сделали более гибкий график. В прошлом году было просто 400 песо за 1 час. Но если вы все-таки надумаете воспользоваться их услугами, берите во внимание то, что этот парень будет возить вас между музеями и соборами. Расстояние пешком между ними 5-10 минут. Остальное время вы будете посещать музеи. То есть за 1 час вы успеете посетить где-то 2-3 места. Экскурсию по Интромуросу я начал с музея Святого Августина. Вход сюда стоит 200 песо, и это не просто музей, а еще и монастырь и одна из старейших действующих церквей на Филиппинах. И периодически в ней проходят различные церемонии, и двери музея на это время закрываются. Для филиппинцев очень престижно считается венчаться именно в этой церкви, поэтому желающих сюда попасть очень много. Сам музей состоит из длинных коридоров, в которых представлены картины 17 века и различные религиозные экспонаты. Именно здесь прослеживается история становления католицизма на Филиппинах. На 2-м этаже можно посетить комнаты, в которых раньше жили священники. На балконе находится орган 18 века, который, возможно, еще и работает. Церковь Святого Августина не только архитектурная жемчужина, но и историческая достопримечательность. Именно здесь состоялась процедура передачи власти над Филиппинами от Испании к США. А во время Второй мировой войны Япония именно здесь организовала свой концентрационный лагерь. Сегодня эта церковь – объект всемирного наследия ЮНЕСКО и ценный культурный памятник для филиппинцев. Эта церковь пережила многое – несколько пожаров, землетрясений и бомбежку американской армии.
Если вам интересна религия и та культура, которую привезли на Филиппины мексиканцы, вам точно стоит его посетить. Второе место, куда я направился, это кафедральный собор Манилы. Этому храму тоже досталось. Восстанавливался и реставрировался он более 10 раз. И он тоже является объектом наследия ЮНЕСКО. Вход сюда бесплатный и очень рекомендуют его посещать во время службы. Акустика в этом храме невероятная. Но я, как обычно, не подготовился и пришел сюда в обед. Поэтому ничего здесь не застал. Сказать, что он меня впечатлил? Скорее нет. На острове Себу я встречал более масштабные храмовые комплексы. Но, приезжая в Интромурос, вы в любом случае мимо него не пройдете. Настало время посетить знаменитые форты Манилы. Их тут есть несколько, и сейчас я иду в форт Сан-Диего. А кому ходить не очень охота, вот эти ребята тоже вас могут доставить в любую точку Манилы. Практически весь Интромурос окружен полями для гольфа, да и в целом на Филиппинах это довольно популярное развлечение. Но я в правилах не особо разбираюсь, поэтому мы идем дальше. Вот так вот люди и живут. Богатство и нищета соседствуют друг с другом. Кто-то играет в гольф, а кто-то спит на улице. Форт Сан-Диего – это в первую очередь бастионы крепости, защищавшие центр Манилы от нападений. Построен он был испанцами в 16 веке, но несмотря на свой возраст, он неплохо сохранился. Сейчас же это музей и популярное место для свадебных и имиджевых фотосессий. И это не случайно, в солнечный день виды здесь шикарные. Как я уже говорил, в Маниле есть несколько фортов, и самый популярный – это форт Сантьяго. Я был в нем раньше, но впечатлил он меня меньше, чем это место. Но если у вас время в Маниле не ограничено, провести в Интромуросе можно и целый день. Тут есть что посмотреть. Ну а мы идем дальше. В 10 минутах от Интромуроса находится центральный порт Манилы. Сюда прибывают большие круизные лайнеры. И если вы приезжаете сюда, посетить это место тоже стоит. А вот это и есть Манила Оушен Парк. И тут можно поплавать с дельфинами. Но я делать этого не буду. В порту Манила есть несколько терминалов, и в большинство из них вход без билета закрыт. Но рядом с Манила Оушен Парка есть свободный проход к воде, и если повезет, вы можете увидеть пассажирские лайнеры. Но в моем случае здесь сейчас припаркована вот такая вот грузовая баржа. Через дорогу от Манила Оушен Парка находится Ризал Парк. Это уютное зеленое место, которое любят все филиппинцы, но по сравнению с тайскими парками он меня не удивил. Про тайские парки я уже рассказывал ранее, вот здесь вот будет ссылочка. Переходите, смотрите. Еще одним популярным развлечением на Филиппинах являются петушиные бои. И сегодня мы приехали именно в такое место. Находится это где-то в 10 километрах от центра Манилы. И сейчас мы пойдем смотреть, как это все происходит. Вот так это все выглядит со стороны. В центре петушиная арена, несколько рядов сидений, внизу VIP, вверху подешевле. Вход сюда стоит 700 песо, но в разных городах Филиппин цена своя, и в Себу, например, я посещал такое мероприятие за 100 песо. Где-то бывает вообще вход бесплатный. Зарабатывают они только на ставках на петухах. Начинается все как в любом серьезном спорте, с гимна Филиппин. Здесь есть телевидение, снимают с нескольких камер и транслируют на большом экране. Есть и профессиональный конферансье, который объявляет бойцов. В общем, все по-серьезному. За один день проходит порядка 20-30 боев. И первое время, когда я туда попал, я не мог понять, что происходит. Так как арена поделена на 4 части, и вначале выходят 4 петуха, потом 2 уносят, и бой продолжается между оставшимися 2. Но, посмотрев несколько боев, я начал понимать, что тут и к чему. Каждый новый раунд на арену выходят 2 боевых петуха. Их имена висят на табличках над ареной. Вместе с ними выходят еще 2 петуха с хозяевами. И их задача разозлить боевого петуха. Все делают это по-разному. Кто-то натравливает одного петуха на другого, кто-то специально подставляет бойца, чтобы его клевали, а некоторые вообще пропускают этот этап и просто ждут своего соперника. Одновременно со всем этим на трибунах начинается полная вакханалия. Все что-то кричат, машут руками. Я сначала думал, что это тоже нужно, чтобы разозлить петухов, но нет.
Так филиппинцы делают ставки на бойцов. Да, именно в этот момент, так как именно сейчас виден потенциал и состояние каждого петуха. Ставки делаются до невозможного просто. Показываем номер 1 или 2 и сумму ставки. Даже деньги тут можно сразу не отдавать. В конце боя, если твой петух победил, тебе прилетает купюра, насколько ты делал ставку. Если проиграл, то твоя купюра летит к филиппинцу, принявшему эту ставку. Их тут очень много, и отличить их можно по желтым брендированным майкам и крикам во время ставок. Сам бой обычно длится не более минуты, и ничьих тут не бывает. К шпорам петухов привязывают 5-сантиметровые металлические шпоры, и даже одно попадание ими может быть смертельным. После боя петухов уносят, а арену чем-то поливают. Возможно, чтобы смыть следы крови. За кулисами этой арены висит турнирная таблица с именами победителей, количеством боев и весом петухов. Да, чтобы все было честно, у них есть весовые категории, и перед каждым боем петухов взвешивают. Здесь на лицах хозяев нет такого азарта, как на трибунах. Для них это любимое животное, к которому они привыкли за несколько лет. Но несмотря на это, они выходят и ставят их на ринг. Как я понял, у владельцев петухов тоже есть призовой фонд. И чем больше побед одержал петух, тем больше зарабатывает его хозяин. Здесь же находится петушиный госпиталь, где победителей штопают и готовят к следующим боям. Развлечение не для слабонервных, но филиппинские мужики от него тащатся. Это своеобразный тотализатор, где замешаны очень крупные деньги. При мне сейчас мужик проиграл около 10 тысяч песо за один раз за одного петуха. Наверное, это как азартная игра. Ты попробовал ее один раз и больше не можешь остановиться. Ну а что дальше с петухами? Победители едут домой, проигравшие идут на суп. Мясо петухов здесь также после боя продается. Сегодня я приехал в очень необычное место. Это северное кладбище Манилы. Занимает оно фактически целый район, и здесь живут люди. С одной стороны, может показаться кощунством ехать на кладбище и снимать видео. Но когда я приехал сюда и мне предложили услуги гида, я понял, что все нормально. На входе помимо экскурсовода предлагают прокат велосипедов. Но я, как обычно, был с огромными рюкзаками и от двухколесного транспорта решил отказаться. Это место не очень похоже на кладбище, скорее на элитный жилой район Манилы. Тут чисто, красиво и территория охраняется. Здесь целый город со своими улицами и домами-склепами, иногда двухэтажными и гаражами для автомобилей. Да, и в них живут люди. Официально они ухаживают за этими могилами, но по факту большинство из них здесь и ночуют. Китайцы в Маниле всегда считались зажиточным слоем населения, и поэтому большинство из них могут позволить себе элитные склепы со всеми удобствами для родственников, которые приходят их навестить. Здесь есть много архитектурных шедевров. Мемориал китайцам, погибшим во время оккупации Манилы японцами. Стела в память о погибших в землетрясении. Самый старый китайский храм в Маниле. Здесь же находится и действующий крематорий очень необычной формы. По одной из легенд, именно на этом кладбище находится и могила Гитлера. Якобы его тело после самоубийства выкрал японский шпион и привез в Манилу. Место достаточно специфичное, и если ко всему вышесказанному прибавить практически полное отсутствие людей на улицах и гробовую тишину, совсем не свойственную для Манилы, становится тут немного жутковато. Кладбище можно разделить на две части. Китайское, где все тихо и спокойно, и филиппинское, где вовсю кипит жизнь. Во время испанского колониального периода китайцам были запрещены захоронения на католических кладбищах. Им было выделено отдельное место, но, несмотря на то, что эти два кладбища находятся вплотную друг с другом, попасть из китайского в католическое можно только обойдя его кругом. Северное католическое кладбище Манилы имеет тоже свою особенность. Именно здесь нашли свой дом несколько тысяч филиппинцев. Перенаселенность в Азии, а особенно в Маниле, очень актуальная проблема. И люди, живущие здесь, чувствуют себя как дома. Это намного лучше, чем жить на улице. Здесь есть все, что нужно для полноценной жизни. Магазины, кафе, канализация. Местами она, правда, только строится. Воду берут из колонок на улице. Электричества нет, но местные приспособились использовать приборы на аккумуляторах.
Баров, в отличие от кафе, на кладбищах нет, но это не мешает некоторым нарушить негласный закон и выпить пару бутылочек. Прямо среди склепов расположено несколько кафе, и здесь за сущие копейки можно поесть рис с курицей и выпить бутылочку колы, но я решил воздержаться до города. Здесь дети веселятся и играют в баскетбол. Взрослые прямо на могилах играют в карты, смотрят телевизор на DVD-дисках. Местами играет громкая и совсем не траурная музыка. А люди здесь такие же открытые и приветливые. На время забываешь, что находишься на кладбище и проходишь мимо чьих-то могил. На самом деле о Маниле у меня сложилось двоякое впечатление. С одной стороны, это классический азиатский мегаполис с его ритмом жизни и пробками. Но с другой стороны, в центре прослеживаются европейские мотивы. И, как мне кажется, азиатское гостеприимство и дружелюбие, оно есть и здесь. Но если вам нужны ночные бары, клубы, музеи, то Манила для вас. Но если вы сюда едете за пляжами, водными парками, аттракционами, то смотрите мои следующие видео, ссылочка будет здесь или здесь. Будет интересно. Пока!